Владелец сети закусочных Майкл Харпер давно не появлялся в своем первом заведении в Бостоне. Бизнес рос, открывались новые точки, инвесторы требовали внимания. Но что-то не давало покоя. При стабильном потоке клиентов прибыль именно здесь снижалась, а персонал стал часто увольняться. Однажды Майкл пришел инкогнито, в старых джинсах и бейсболке, и сел за стойку. С виду все работало как обычно, но вскоре он заметил пожилого посудомойщика по имени Джордж Миллер. Тот двигался медленно, с болью в спине, но работал без перерыва, помогал всем и неизменно улыбался посетителям. Майкл стал свидетелем странных сцен. Джордж несколько раз незаметно доплачивал за клиентов, у которых не хватало денег, молодую мать, подростка с отклоненной картой, пожилого мужчину. При этом кассиры Кевин и Лаура отпускали в его адрес язвительные комментарии, называя его обузой и стариком, которому давно пора уйти. Позже Майкл услышал их разговор и понял страшное. Кевин и Лаура намеренно создавали недостачи в кассе и собирались свалить вину на Джорджа. Причина была циничной – освободить место для родственника и получить бонус. В тот же вечер Майкл проследил за Джорджем и узнал правду. Тот жил в ветхом трейлере на окраине Куинси. Несколько лет назад он потерял жену из-за рака, продал дом, потратил все сбережения на лечение и до сих пор выплачивал долги. Его дочь жила в Сиэтле, но он не хотел быть для нее бременем. На следующий день заговор был приведен в действие. После очередной недостачи менеджер обвинила Джорджа в краже. Он не оправдывался, лишь тихо сказал, что всегда клал деньги в кассу, а не брал их. Именно в этот момент Майкл вышел из тени. Он представился владельцем, включил записи скрытых камер и показал всем правду. Манипуляции Кевина и Лауры, их разговоры и подставу. Полиция была вызвана заранее. Оба сотрудника были арестованы прямо в зале. Но на этом история не закончилась. Майкл публично извинился перед Джорджем. Он назначил его менеджером зала с высокой зарплатой и щадящим графиком, полностью погасил медицинские долги и передал ему документы на небольшой дом рядом с закусочной. Заведение изменилось. В сети ввели новые правила, достойную оплату, соцпакеты и фонд экстренной помощи сотрудникам. А жители города создали благотворительный фонд имени Джорджа Миллера. Человек, которого годами не замечали, стал сердцем бизнеса и символом простого, тихого человеческого достоинства.